Всем привет! Меня зовут Катя, и сегодня я расскажу, как я пробежала полумарафон без подготовки, а точнее 25 километров. Чуть больше, чем полумарафон. Приятного просмотра! Дисклеймер. Все, что я сейчас буду рассказывать, это мой личный опыт. Я не гуру, я не знаю, как правильно готовиться к марафонам. И, по сути, буду делиться личной историей. Поэтому подвергайте все мои слова критической оценке. А мы продолжим, если вам интересно, как я дошла до жизни такой. Почему я решила бежать полумарафон? Это личные амбиции. Мне хотелось доказать себе, что я могу это сделать. Хотя, если быть честной, то у меня не было сомнений, что я могу это сделать. И это другая причина, которая разовьется вот в этом диалоге дальше. Потому что я такой человек, знаете, есть два типа людей, которые сильно сомневаются в своих способностях, и другие, которые наоборот, не сомневаются, думают, что им вообще море по колено. И я как бы балансирую между этих двух крайностей всю свою жизнь. В теме физической активности мне почему-то всегда казалось, что я очень выносливая, очень сильная. И, наверное, этому послужило мое такое спортивное детство, потому что я очень много занималась баскетболом, спортом, сборы, соревнования. И была одна из лучших, наверное, по физической подготовке в свое время. Это дало мне такой, знаете, большую уверенность на то, что я, в принципе, так всегда могу, даже если я тренироваться не буду. В последнее время я и не тренировалась, что очень обманчиво, если вы думаете, что, если вы в детстве что-то делали, сейчас вы пойдете пробежите марафон. Не совсем так работает. По крайней мере, в моем случае это не так сработало. Сейчас про это подробнее расскажу. Микропредыстория. Я поставила в этом году всего 2 цели на год. Это финансовая и по спорту. Финансовая цель, я пока ее не достигла, я на полпути к ней. И полумарафон я пробежала. Но у меня была размытая цель. Я такая, марафон или полумарафон. Я сказала, что я решу, когда пробегу полумарафон, нужно ли мне бежать марафон. В конце видео я скажу, побегу я марафон в итоге или нет. По сути, я поставила эту цель, чтобы доказать себе, что я могу, испытать свое тело и вообще прийти в хорошую форму. Спойлер, пробежать в марафоне вам не даст хорошую форму. Это не совсем так работает. Надо тренироваться каждый день, чтобы у вас была красивая форма, конкретно на форму, а не на выносливость. Пам! Теперь расскажу, как я готовилась к этому. 6 апреля я выложила в своем телеграм-канале Siberia Girl, что я перешла Рубикон и бегу полумарафон 15 июня. На тот момент я не тренировалась вообще, и я не знала ничего ни о марафонах, ни о полумарафоне, ни о тактике бега, то есть я никогда не занималась бегом. И я подумала, что пробежать? Только так много людей бегают, почему я не пробегу? Короче, я заплатила. За это надо еще платить. Представляете? Другая история. ChatGPT, конечно же, я попросила сделать мне план тренировок. Он очень грамотно все мне написал, что там моих особенностей, но, конечно же, я их не соблюдала. Я пыталась чуть-чуть примерно следовать тому, что он мне пишет, но на самом деле нет. Я пропускала, потом что-то там болела, что-то там забывала. Думала, и пофиг. И в итоге, может быть, раз в неделю, 2 раза в неделю там чуть-чуть бегала, там, 7 километров, 5 километров, иногда просто бегала 5, 3 там, и такая, хорошо, хотя бы что-то пробежала. Немногочисленные случаи, когда я пробежала, наверное, 12-13, самый рекорд был это 14 километров, когда я пробежала. Я подумала, 14 километров пробежала, там плюс 10, это еще столько же нормально. Так кажется, это не так линейно работает. Если вы 10 километров пробежали достаточно легко, это не значит, что еще эти 10 будет так же легко бежать. Ни хрена так не работает. На свой забег 25 километров я пошла с четкой осознанностью, что я смогу пробежать эти 25 километров, потому что я бегала 14. Логика вышла из чата про. Сейчас я думаю, как-то тупо звучит. Тогда мне казалось не тупо. Всего на 9 километров больше. На 11 километров. Окей. И в итоге я пошла на забег. Я встала в 6, утра. И поехала куда, не пойми куда. Иду. Холодно, ё-моё, 8 градусов вообще. Просто рука трясется, голос трясется, горло болит. Мать в 6 утра куда-то вышла. Зачем? Не знаю. Прикольно, да. Есть уже интерес, да. Знаете, когда я проснулась в 6 утра, я такая, что вообще делаю? Сейчас приехала, такая уже, интересненько. Просто иду за людьми, надеюсь, они меня проведут куда, потому что дороги перекрыты.
Бля, ну ладно, пожелайте мне удачи. Там был, знаете, нечеткий адрес, просто какая-то точка на карте. Я подумала, ну разберусь, там, скорее всего, будет много людей. Да, так и оказалось, там было очень много людей, и это было даже плохо, потому что я не могла найти, где мне нужно взять свой номер. Этот забег организовывала New Balance компания, поэтому нам должны были выдать такие красивые футболки New Balance с нашим номером и все такое. Но в итоге, как оказалось, я проворонила момент, и это надо было сделать за день до, либо надо было заплатить за дополнительный пак, типа пикап-кит, и ты смогла бы забрать его типа в день забега. Но я об этом не знала, там все было на испанском, и я, видимо, не посчитала это важным все это переводить. И, короче, в итоге я оказалась в такой ситуации, что до забега там остается 20 минут, я говорю, а где мне взять номер? Они меня отправляют с одной стороны на другую, я там бегаю, хожу, ищу, кого мне, надо спросить. И в итоге мне говорят, ну, вы не сможете сегодня забрать номер, вы можете забрать его в понедельник. Я думаю, как я побегу без номера, типа, ну, как бы мне вообще можно бежать без номера? Сначала такие, нет, и там передо мной мужчина был такой, типа, ну ладно, я пойду домой. Я такая подумала, в смысле домой? Я как бы встала в 6, я так долго об этом думала. Мне нужно сейчас бежать, и иначе никак. Я такая пошла к другим людям. Они сказали в итоге мне, что, мол, беги, в понедельник заберешь там свою медальку и свой пакет для футболок. Я такая, хорошо, это мне подходит. Подумала, главное же пробежать, а не медалька. То есть медалька объективно приятна. Кому обманываем? Ради чего мы это бежим? Да, медалька — это класс, но это не самое важное. И вообще, это отдельный пункт в моем мировоззрении, я скажу, про важности. Это к этому чуть попозже. Вот этот стрессовый момент, и как бы может быть, за 5 минут до забега, и это все примерно разрешилось, типа беги, но это... Ну все, наступило время забега, я с полной уверенностью, что я смогу это пробежать, встала в огромную массу людей, там было просто как будто 1000 людей, я не знаю, все такие яркие, все такие заряженные, все с друзьями, там, с семьей, понимаете, они такие радостные, и, знаете, я пропиталась этим общим вайбом, я такая, да, мне тоже хотелось что-то кричать, что-то там улыбаться, но на протяжении всего забега я почти улыбалась, потому что я была на каком-то возбуждении, я была на каком-то предвкушении чего-то крутого. Начинаю забег, мы бежим в этой огромной толпе, пока вы там на старте, там, естественно, очень много людей с вами рядом бегут, вы пытаетесь пробивать свой путь, но в целом это через, там, не знаю, 500 метров это все становится уже не так густо, потому что люди разбегаются, у всех разный темп и так далее. Вообще это прикольно. Это чувство такого единения, потому что вы такие бежите в этой общей массе, все чем-то похожи, но все такие разные, все разные возраста, то есть и там есть суперспортсмены, видно по ним, что они, это их карьера, да, беговая, есть там какие-то 60-летние старики, которые просто вау, какие спортивные, крутые. Есть там подростков нет, окей, там есть молодежь. В основном это 30 такие ребята лет. И очень интересно, конечно. Чувствуешь себя частью чего-то, а это всегда приятно. Чего-то хорошего, и чего-то спортивного, и чего-то классного, короче. Поэтому я такая, ну ладно. Столько людей много бегут, и я пробегу. Я думала, что я буду делать все это время? Я думала, может, я буду бежать в тишине и думать о своих мыслях, либо буду что-то слушать. Или в итоге я такая, мне надо слушать аудиокнигу. Я читала там эту прекрасную трилогию о драконах, и я подумала, мне нужно ее дочитать. И как раз там чуть осталось, я ее дослушаю, как аудиокнигу. В итоге первые 18 километров я ее слушала. И эти первые 18 километров вообще прошли незаметно, потому что для меня эта дистанция, в принципе, знаете, ну, такая, более-менее знакомая как будто бы, потому что я бегала 14, знаете, там плюс-минус 4 километра, еще как бы норм. И я бежала, что-то радовалась, мне там интересная книга, мы бежим по Буэнос-Айресу, очень красиво, там, знаете, было так темно, и вот начинает сходить солнце, просто начинают эти лучи на тебя попадать, солнце светит, люди улыбаются, мы бежим, мы жизнь, понимаете, мы энергия. Это было очень круто, и я бегу и радуюсь, и наслаждаюсь, что я жива, и что все прекрасно. Но в какой-то момент должно было закончиться, и это закончилось. Я пробежала уже 18 километров и устала.
У меня прям так сел голос, хотя я не разговаривала. Я дослушала свою аудиокнигу, и теперь хочу пробежать остальные 7 километров в тишине. Красиво очень. А книга закончилась, я думаю, что делать дальше? Я подумала, послушаю музыку. Музыка мне вообще не зашла, скучно, не нравится, надо выбирать, все такое. И вот с этого момента, я не знаю, я думаю, это не только скука. Это скука плюс уже усталость и какие-то мысли, да, уже, которые начинают тебя сбивать. Думаешь, зачем я это бегу? И я себе не отдаю отчет, зачем. То есть я такая, зачем мне бежать? Я не знаю, если честно. Ну, это честно. Я не знаю, зачем я это делаю. Есть ли ответ у этих людей, которые бегут со мной, я не знаю. Мне кажется, вряд ли. Просто бежим. Знаете, кстати, у меня не было мысли, типа, закончить. У меня была мысль, что мне надо точно добежать. Но мне начало быть очень трудно. В какой-то момент я начала чувствовать все свои суставы и мышцы. Я начала чувствовать свои колени. Я начала чувствовать свои тазобедренные суставы. И я начала чувствовать, знаете, как у куклы, которые вы можете, знаете, типа, просто снять у нее ногу, и вот так потом прицепить, потому что там вот этот сустав, да, типа, и я начала чувствовать, что я как кукла, потому что у меня вот эти вот места, вот эти, где связующие суставы, и я поняла, что они начинают болеть, они не готовы к такой нагрузке. И это было, конечно, очень неприятно, когда я осознала, что да, я сильная, но я не настолько сильная, чтобы мой организм таких нагрузок не заметил. Я начала уже такая немножко страдать, потому что, мой организм к этому не готов. И буквально, можно сказать, с 20 километров до 24 километра это было очень трудно. Вот эти 4 километра с 20 по 24 километр, это было очень сложно физически, реально. Хотя морально я была 100% готова идти до финиша. Я протянула на том, что я обещала себе. Я протянула на том, что я рассказала друзьям, они меня поддержали. И только на этих последних километрах я поняла, что я никогда не побегу марафон. Кто эти люди, которые бегут 42? Кто эти люди, которые бегут в 2 раза больше? И я такая, да ну нахрен, зачем? Зачем вы так себя насилуете? Это же так больно, это же так неприятно. Типа, не вижу никакого практического смысла для себя в жизни, чем это бежать. Вот у меня были такие мысли, я подумала, сейчас добегу и никогда больше не буду заниматься бегом. Никогда, вот честно. А потом я увидела свою подругу, которая зашерила локации. Если честно, я не ожидала, что она придет, потому что она с ребенком. Но она пришла, и она тоже бегала с коляской, кстати. Представьте, у меня подружка, она участвовала в Олимпийских играх. Она, суперспортсменка-атлетка. И она пришла поддержать, и это мне было так приятно. Я позвала ее там последнюю часть пути, последний километр, пробежать немножко со мной. На трассе разрешали кому-то пробежать с тобой, и мы с ней немножко пробежали. Смотрите, какие классные фотки нам сделали. И это было так круто. И последний километр я уже не чувствовала, потому что эйфория. Потому что ты понимаешь, вот уже финиш, твоя подруга здесь, ты уже не можешь не добежать, ты просто такой, вау, бежим. И это было круто, конечно. Мы закончили, и я добежала, и я почувствовала такую гордость. Но момент. Я только пересекаю линию, я начинаю переходить на ходьбу. Я понимаю, у меня нахрен сейчас отвалятся все колени, все мои тазобедренные суставы, они просто истощены. И я понимаю, что они у меня чуть ли не онемели. Я просто не могу идти, я просто чувствую какую-то вату. Я никогда не чувствовала такую слабость физическую, честно. Никогда не чувствовала такую слабость в теле. Ни от болезни, ни от перегрузок, ни от жестких каких-нибудь соревнований и тренировок кроссфитов. Я никогда не чувствовала такого. Сейчас я понимаю, что у меня просто тело на износ. И я сняла немножко своих мыслей после забега. Смотрите. Я чувствую себя просто потрясающе, потому что пришла моя подруга, и я съела пончик, и вообще классно. Если честно, супер классно себя чувствую. Вот. И дала мне жилетку, чтобы не замерзла. Сама пошла бегать. Мне так хорошо, просто классно. Этот пончик мне просто дал энергию. Пончик был вообще в тему. Но я боялась, что мне его не дадут, блин. Просто вы ожидали каких-то высоких разговоров после 25 километров, что я приду к каким-то осознаниям, а я просто какой был вкусный пончик, боже. Короче, знаете, почему я испугалась? Потому что у меня нет номера, чтобы получить этот пончик. Подумать, какая-то прибежала, да говорит, дайте пончик. И в итоге, по факту,
как получилось. По факту получилось так, что она говорит: о, иди, спроси у той женщины. Я типа пошла у нее спрашивать, развернулась, и она не заметила, я, по сути, взяла пончик, который, по сути, мой, он мне принадлежит, я за него заплатила, понятно, чай, пончик, да? Но по факту, как бы, подтверждения номера у меня с собой нет, у меня только онлайн есть. Конечно бы, если бы я там стояла 15 минут разбиралась, конечно, бы мне дали этот пончик. Но я, получается, немножко схитрила, и в итоге кайф. Так Кристина пришла меня поддержать, я не могла просто пойти домой после забега, подумала, надо хотя бы прогуляться немножко, и я, конечно, хотела просто лежать и спать, если честно. Но я понимала, что это некрасиво. И совершенно не зная того факта, что после забега как раз-таки нельзя лежать, надо ходить потихонечку, нельзя просто ложиться и лежать, совершенно не зная этого, мы пошли гулять, я там забрала свою дочь, мы пошли в парк гулять, общаться и так далее, провели хорошо время, и потом только, не знаю, часа в 4, наверное, или в 3 я пошла домой, и в итоге провела день, знаете, так, что-то ходила, что-то сидела, лежала, но в целом тело просто под вечер так умерло, оно реально стало еще больше, я перестала сгибать колени, я просто ходила, знаете, как какой-то трансформер, вот так вот, не могла пошевелиться, я подумала, это трэш, если я завтра проснусь в таком состоянии, то я прокляну весь мир вообще реально. Я с полной уверенностью засыпала, думаю, что сегодня мне будет капец. Но мой организм оказался интереснее, чем я думала. И с утра я себя чувствую хорошо, я могу сгинать все, я могу все. Конечно, у меня чуть подбаливает, знаете, как после хорошей тренировочки мышцы, но, по крайней мере, у меня не болят суставы. Потому что, когда у вас болят суставы, вы чувствуете себя просто дедом каким-то, супер бабкой какой-то, которая просто уже все. Когда у вас болят мышцы, вы чувствуете себя после трения, крепатура, все такое. И, конечно, крепатура намного приятнее, чем когда у вас болят суставы. Потому что когда у вас болят суставы, вы думаете, все, мне на помойку пора. И, короче, что я начала делать сегодня с утра? Я начала читать про марафон, и я начала читать про Ironman. Блядь, это просто пиздец. Не дай бог. Я не знаю, как это работает, и как люди на это подсаживаются. Знаете, Ironman — это просто трэш. Ironman — это просто для каких-то трансформеров, реально. Начала читать про это, думаю, зачем люди это делают. Если честно, я до сих пор до конца не понимаю, зачем. Но в целом это про преодоление. Я, конечно, собой очень горжусь, что я пробежала, но теперь я задумалась про марафон, потому что моя цель на этим была такая плавающая, мол, типа либо марафон, либо полумарафон. И по сути я считаю, что я добилась своей цели. Полумарафон тоже круто. Но теперь я смотрю в сторону марафона. Но для этого мне нужно укреплять мышцы, укреплять нижнюю часть тела, которая у меня, наверное, не сильна. Короче, что-то я заинтересовалась, реально почитала все это, прочитала про историю марафона, как это все красиво, прекрасно, интересно. И теперь я думаю, что, может быть, я пробегу. Если я приму решение бежать марафон, что, скорее всего, произойдет, то я буду к нему готовиться. Надо тренировать и бег, и быстрый, и длинный, и на выносливость. Нужно укреплять ягодицы, колени. Короче, нужно все укреплять, чтобы бежать. Это такие вещи. Потому что по факту я бежала на низкой скорости, это что-то там 6:40. Это очень, очень медленно. Не видно таких признаков усталости. Ты бежишь, у тебя нет отдышки, ты бежишь, у тебя пот там не течет с тебя. Это просто вот такая вот нагрузка монотонная, ты просто бежишь. Это больше, знаете, ты борешься с собой, ты борешься со своим телом, ты просто... Тебе тяжело, ты бежишь, потому что ты должен, потому что ты сказал себе, что ты пробежишь, потому что ты сильный. И это круто. Это классное чувство, когда ты ощущаешь себя живым и ощущаешь, что ты выполняешь перед собой свои обещания. Наверное, это основной смысл, для чего люди это делают, как мне кажется. Они показывают себе, что они могут. Что они не просто на словах могут, как я говорила, мне казалось, я легко пробегу. По факту я пробежала, но совсем нелегко. И я пробежала на последних силах своего организма, по большому счету. А я хочу быть сильнее, я хочу быть выносливой, я хочу посмотреть, где еще мои пределы. Поэтому живем жизнь, кайфуем, и надеюсь, что когда-нибудь вы увидите у меня медальку от марафона. Я очень надеюсь, что мне сегодня дадут медальку от полумарафона, потому что это будет очень обидно, если я останусь без нее, если честно. Но final thought. Я забрала свою медальку! Я очень вам благодарна, что вы досмотрели это видео до этого момента. Вы просто герои, потому что мне так приятно. По сути, вам интересно
моя жизнь, мои мысли. Вы мои soulmates, по сути. Я реально очень благодарна. Короче, главная важная мысль, которая меня по жизни вообще преследует, про, вот знаете, это быть, казаться, про что важно, что не важно. У меня нет медальки, у меня нет номера, у меня нет красивых фотографий с марафона там в классной униформе и так далее. Но я побежала. Какую-то сейчас как будто кринжатину говорю. Иногда из-за того, что создается такое псевдовпечатление от соцсетей, от других людей, что вот, мол, вот такая жизнь, она вот такая только, она такая красивая, или вот там вот это мы видим и так далее. По большому счету, жизнь она супер разная. Мы живем эту жизнь для себя. Я бы в итоге так себя супер не уважала, если бы я в итоге слилась в этот день, если бы мне сказали: окей, у тебя нет униформы, у тебя нет номера, ты не побежишь. Я бы супер расстроилась, я бы супер на себя злилась. Конечно, бы нашла оправдание, ну типа в следующий раз и так далее. Но в целом, все это такие мелочи. Я вообще реально бежала как бомж, объективно, потому что я думала, в этой одежде я точно не пойду, потому что было 8 градусов, и я такая, ну, одену что-нибудь теплое, у меня супер нет спортивной, знаете, такой специальной одежды, там нет таких повязок, там каких-то супер модных кроссовок, каких-то там специальных гелей и так далее. Ничего этого не было. Если бы я собиралась как по-правильному, да, у меня, конечно, было. Я бы купила себе определенные штаны, определенные кроссовки, определенные повязки, купила бы себе гель и так далее. И что? Я сделала это все без вот этого. То есть да, я могу сейчас это купить, я могла бы это купить раньше. Ну, короче, это к тому, что это не важно. Если вы хотите, если вам что-то надо, делайте это. И без разницы, что у вас нет самых классных кроссовок, или что у вас нет какой-то повязки. И вы можете просто одеть обычную вязаную шапку, как я это сделала, потому что я не нашла с утра ничего более подходящего. И вы можете одеть обычные кроссовки. Вы можете одеть обычные шорты или обычные лосины и побежать. Да, может быть, вы испытаете, ну, блин, у него вот лучше, а он там это. Ну и пофиг. Это ваша жизнь, кайфуйте от нее. Я пытаюсь себе это постоянно повторять и жить, наслаждаясь. Ладно, ребят, я реально очень вам благодарна. Спасибо за просмотр. Кайфуйте по жизни. See you soon. Bye.